Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юлия, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня посмотрим чашечку и таро, что между вами сегодня. Что между вами сегодня, будем смотреть. Так, в вашей паре, да, что между вами? Человечек, ой, тут роман, одиночество в сети. Больше сказать нечего просто. Человеки, два человечка, да, вы и партнер, через интернет друг с другом общаетесь. Человечек сидит буквально вот, ну, здесь показан за компьютером, в любом случае, это может быть любой гаджет. А в голове, с длинным носом, он очень хочет все знать о вас. Да и вы немножко такая интересующаяся особа, что же там у него в жизни. Поэтому и смотрите сегодня расклад и чашечку. А вот человечек смотрит в вас через экран какого-то гаджета своего. Нос у него длинный, в голове пляшет все, мысли одна за другой. И как он будет скакать к вам на черном коне. Вот тут прям... И ведьмочкой вас представляет. Мне вот эти колпачки, ну прям супер. И такой, знаете, мачо себя с такой вот прической. Прям все у него это мысли захлестывают. Сидит человек просто вот сгорбившись, никакой. Ну это не говорит, что он у вас там сутулый, нет. Может он такой красавчик и всегда ровненький. Тут другое. Тут просто человек страдает. Страдает, нос большой, смотрит, пытается больше о вас узнать, разузнать. Как же вам это показать? Нет, не хочет. Вот видите, вот человечек сидит за компьютером, просто согнувшись. Опа, смотрите. Человечек мужского пола, очень смешной. Кажется смешным, потому что ситуация и так вот выстраивает, значит, позу свою для того, чтобы сделать селфи. Протянул руку вот вперед, вот с телефончиком. Хотела бы, чтобы вы видели очень смешной такой кадр, прям мультяшный. Протянул ручку и, значит, и улыбается, и в руках что-то держит. Какой-то котенка, собачку. В одной руке держит что-то, да, кого-то. Я так понимаю, что это животное какое-то. Ну, как бы с кем-то фотографируется, но с кем-то это не человек, это какой-то питомец, ладно, вот где-то какой-то питомец. И делает селфи, наверное, чтобы вам отправить. Зато в голове, что в голове, сейчас будем смотреть на таро, потому что здесь просто он себя представляет летящим на крыльях. На крыльях, я так скажу, страсти. Сам в виде буквы H или N. H прорисовывается. А R, да, буква английская. Ну, латинская буква H, H, да, и R. Ух ты, странно он себя как-то ощущает, как клоун грустный, вот с этими, такой смешной клоун в маске, и прическа такая смешная, по бокам вот как уши. А что-то он таким себя чувствует, давайте спросим. Как ребенок какой-то. Какие-то воспоминания из детства, что-то вы в нем пробуждаете. Ну, это как комплексы у него могут быть при общении с вами. Что-то не до конца договаривает, что-то не до конца говорит. Вот такое сегодня у вас. И посмотрим его мысли, чувства. Мысли спутанные немножечко в чувствах. Волнуется очень сильно. Но тут есть чувства такие. Давайте смотреть таро. Спасибо, чашечки. Что между вами сегодня? С его стороны посмотрим, да? Что у него сегодня к вам? Какие энергии у него сегодня к вам? Шикарное таро светлого провидца. Буду озвучивать, постараюсь озвучивать, не забывать карты. Так, и еще пока тасую колоду, дорогие мои,
Благодарю, не буду забывать об этом, потому что я безмерно благодарна за то, что вы есть у меня, за то, что вы настолько осознанные и пишете такие комментарии. Я просто чувствую, какие люди окружают меня, которые растут, развиваются. Это супер, замечательно. Я благодарю вам за то, что вы подписываетесь на этот канал, за то, что ставите черный колокольчик, уведомления все, за то, что хотите видеть меня как можно чаще и пишите комментарии, ставите лайки. За все благодарна. Особую благодарность, девочки и мужчины дорогие, за то, что вы финансируете этот канал. Супер, я вижу, что работа моя нужна вам, то, что проигрывается, самое лучшее пускай, и оно так и будет в ваших жизнях из моих раскладов. А вам вернется, дорогие мои, в разы больше. Пускай и так и будет. И я прошу об этом Вселенную. Посмотрим, что было. Что, вернее, сейчас, да, вот между вами, с его стороны, какие энергии в вашу сторону. Что там такое? Что он там думает, пока смотрит в экран на вас? О, вот он, красавчик. Жезловый король. Что может думать? Прежде всего, жезловый король. Это король, прежде всего. Король действия, король страсти, король энергии. И социальный король, да, то есть тот, для которого важно социальное мнение. То есть он в вашу сторону дышит абсолютно неровно. Ну, тут мачо вышел сам собственной персоной, его энергии к вам. Император, девочки, что это с ним сегодня? Император в сетях. Какие энергии по отношению к вам? Смотрите, прям что выходит. Ух, у него, знаете как, тут я вот по этому триплету вижу, что не он выбирает, а он думает, что вы выбираете сейчас, что ваша энергетика настолько импонирует ему, что тут ревность идет очень сильная. Возможно, он видит возле вас еще одного мужчину. Возможно, да, потому что карта влюбленная, карта, когда есть все-таки что-то между вами общее, и есть то, что препятствием является, да, некая преграда. И он видит в этой преграде все-таки соперников. Этого может не быть. Вы можете быть, ну, допустим, тоже написать, что никого нет у меня, но человек так чувствует. Человек так чувствует. Он очень ревнует. Но сам просто на высоте, такого на пике страсти по отношению к вам. Тут такие сильные карты выходят, мужские, и карта влюбленные или любовники. Это карта такой взаимной магии, чувств, взаимного притяжения, сексуальной магии. Так, что ты чувствуешь к ней, что ты там думаешь о ней, какие энергии, что ты к ней. А вы холодна, а что ж такое? Вас отпускать не хочу, говорит он. Он от вас какие-то блоки чувствует, какой-то холодок от вас, вот как-то так. Если даже вы не блокируете его, но как-то холодно отвечаете, может быть, если отвечаете ему, все равно кажется, что холодно, что-то не то. А раньше было вот не так. Раньше было как-то теплее, горячее, жарче. Его это прям вот вообще... В последнее время человек как-то свои пентакли променял на жезлы, я вижу. Ну, нетушки. Он такой, я тоже пентакли веду. Так, смотрите, какие энергии, вы загадка для него. Да, у него есть тоже что скрывать. Он пытается вас прощупать, но понимает, что вы та женщина, которая ему как бы достойный такой соперник. Император против жрицы. Смотрите, здесь человека даже немножечко это разочаровывает. То, что ситуация будто бы выходит из-под контроля, то, что он вас не может проконтролировать. Какой шум. Ужасный шум. Я прошу прощения, очень шумно у меня. Так, какие энергии. Человек даже на работе замыкается на мысли о вас. Он пытается вас как-то телепатически вот разгадать. Что она думает обо мне?
что это она имела в виду, когда так сказала, написала. А может быть, что это она там не пишет мне. Ну вот как-то хочет вас просканировать. Мысли. Мысли, ох ты. Мысли, будет движение, мысли движения в вашу. Смотрите, ну как по колеснице. Тут все карты, движущиеся в направлении, соединяющие, знаете как, его сознание и действия, его чувства в одну целую такую дорогу в вашу сторону. Что это ты хочешь? А что это ты хочешь? Что это за проявления такие? Но это он говорит о реальном проявлении, смотрите. В мыслях опять человек: хочу ехать, хочу двигаться, но опять же, это есть та зона комфорта, в которой я нахожусь. Мне нужно сначала там все порешать. У меня работа, у меня бизнес, у меня, возможно, там должность какая-то. И как же тяжело все это предпринимать. Но это видите как, мысли, опять мысли, опять мысли. И все-таки то, что первая фраза, которую я сказала о названии романа, это что-то есть в этом. Хорошо. А давайте у него спросим, почему же ты так хочешь проявиться, но в чем причина твоего непроявления? Что тебя задерживает? Что тебя там держит? Что ж тебя там держит так? Неуверенность. 2 шестерки. Интересно. Неуверенность, смотрите, неуверенность в том, что он каким-то образом может правильно поступить. Так. Ну, здесь все-таки некий выбор, да, то есть причина почему состоит в том, что он больше думает о финансовой своей стороне. Здесь больше иллюзий по отношению к происходящему. И он говорит, что готов сделать. Вот все равно шестерочки, да, это некий, ну как, продвижение, да, вперед. Он готов сделать этот шаг, но что-то вот мешает. Что-то мешает. Ему нужны для начала какие-то перемены. Так, есть у меня человечек, который немножечко меня отвлекает. Так, возвращаюсь. Перемены в семерочке, по семерочке, да, вот эти связанные с, все-таки есть иллюзии, да, сейчас, но все равно это то, что будет его двигать в вашу сторону. Но я постараюсь все-таки закончить, да, и рассказать. Так, итак, причина, почему ты не проявляешься. Вот ты сегодня сидишь, да, что-то там высматриваешь. Почему же ты не хочешь двигаться в ее сторону? Так. Нет, но он говорит, что он готов рискнуть, двигаться. Ему нужно перерождение, ему нужно измениться. Он вообще понимает, что судьба ему покажет путь. И он готов рискнуть. Вот как только судьба откроет некие двери, он готов идти. А здесь пока балансировка на уровне удержать какое-то финансовое свое благополучие. И опять же, он готов прийти к вам. Тут по пажу Пентакли это даже какой-то, ну, маленький сюрприз. Как сюрприз может прийти, да. Здесь еще такая ситуация. То есть он может неожиданно заявиться. У вас тут вообще переворот просто сознания может случиться. Он любит, так, знаете, как поступать так, как он хочет. Вот так, как он хочет. Тут даже, видите, как у меня ребенок, он тоже интуитивный. И несколько раз подходил ко мне, да, мешая этому раскладу. То есть сам человек сейчас, вот, который присутствует, который говорит сейчас с нами, вот этот жезловый и этот император, да, он же в одном лице, он говорит о том, что он не хотел вообще открывать, почему это я должен тебе говорить, да, почему я не хочу. Я приду тогда, сказал он, почему я не хочу сейчас действовать, да, я приду тогда, когда я сам захочу. Тогда, когда я решу, тогда и будет. Вот как-то так. И еще так, что будет неожиданно и, может, удивлю ее. Вот что-то в этом роде.
Ладно, ну да, смотрите, вот такой вот он строгий, мечевый. Интересно. Хорошо, что там еще за мысли, и будем завершать. Что еще за мысли? Будем завершать. Мысли, чувства. Да что ж выходят по 2 карты? Вот он и вышел, да, все равно вышел. Работаю я, у меня дела, у меня куча дел. Посмотри, сколько дел. Вот, много дел, посмотри. А ты тут расклады смотришь на меня. Ты тут фигней маешься, говорит он. А я вот такой вот серьезный, строгий пацан. Дел много, не могу я сейчас отвлекаться вообще на твою любовь. Ладно, хорошо. У тебя дел много, но а в глубине души, что же там у тебя? Что сердечко сегодня тебе подсказывает? Какие чувства у тебя к ней? Какие чувства? Мы-то хотим и смотрим, правда, девочки, на него. Чувства. О, там просто колбаса полная. Чувства. Там просто переворот. У него таракан за тараканом говорит, ты ее как-то обведи вокруг пальца, что-то там похитрить, как-то проявиться так, чтобы, может быть, с других аккаунтов заходить. Но по 7 мечей это что-то такое, что-то не совсем мужское, но бывает. Вот у него такое пробивается, я вижу. Но в чувствах вы жезловая королева. Сама энергия и страсть. Сама женственность и одновременно действия, которые мужчину восхищают. Что ты чувствуешь? Истинные чувства сегодня к женщине, девушке, которая смотрит тебя. Истинные чувства. Истинные чувства. Не, ну сегодня человек, ух ты, жезлами прям размахивает и говорит о том, что я пока вообще присматриваюсь к ней. Он следит за вами в соцсетях. Это вот четко повторяется чашечка. Высматривает, выслеживает, смотрит, когда вы были, когда вы не были, прочли вы его сообщение или нет, пишете вы там с кем-то, переписываетесь или нет, что вы выложили, какое фото, если вы выкладываете что-то в соцсетях. Изучает и немножко дальше даже копает, потому что ему вы интересны. Видите как? Тут 10 пентаклей. На чувства выпадая, это все-таки стабильная такая привязка к вам, в хорошем смысле привязка, ценность. Вы для него составляете такую стабильную основу, к которой он всегда возвращается, где бы он там мыслями не витал, куда бы он ни ходил, он всегда вот возвращается, сердечко его возвращает к вам. Тут жезлов, ну тут говорить нечего, все знают, да, у нас уже девчонки прокачанные, что у него там по поводу вас. Тут больше не кубки, а сегодня, в данный момент, когда мы смотрим на него, тут больше, конечно же, жезлы, энергия страсти, и вас подкопаться, как-то изучить, может как-то зайти с другого аккаунта и что-то написать вам. Ну, редко такое, но бывает. Я имею в виду, возможно, у кого-то проиграется даже так. Но по 10 пентаклей это, конечно же, действие в сторону вашей стабильности в совместной. Мысли есть. Есть. Тут еще этот триплет говорит о том, что он изучает вас, чтобы понять, насколько вы можете вместе двигаться по жизни с ним, насколько вы ему подходите для совместной жизни. А что в сердечке? Там вообще ничего нет? Вот глубоко-глубоко. Там у тебя есть что-то к этой девочке? Так, ну карта умеренность рядышком вот с этими двумя говорит о том, что думает он, конечно, сердечко его, вернее, где-то далеко-далеко какие-то импульсы, такие толчки, знаете, посылают, что это та, с которой хочется единения, соединиться и не отрываться, быть вместе в стабильности, быть вместе, за ручку идти и не отпускать друг друга, творить что-то совместное, что-то новое,
чтобы слияние этих двух сердец дало в итоге крылья обеим. Ну вот такое вот в сердечке далеко. Давайте советы от высших сил. Девушке дайте, пожалуйста, что ей делать по отношению к этому мужчине. Вообще, нужен он ей? Вот такой глобальный вопрос тоже решила задать. Но, не знаю, если пентаклевый вам нужен, и вы хотите быть императрицей и любимой женщиной, то этот вам нужен. Этот вам нужен. Вы видели? Пентаклевый король. Императрица. Кубковая королева. На вопрос, нужен ли вам этот человек, что вам делать? Тут больше ответ, конечно, на вопрос, нужен ли этот человек. Да, этот человек нужен. Но это ответ на вопрос тем девушкам, которые ощущают вот эту любовь, которые в таком состоянии находятся по отношению к этому человеку, которым не больно, которым хорошо рядышком с ним. Девочки, если вы сейчас вот в этом состоянии, вы понимаете, что этот человечек может вам что-то дать, и не болит сердце от него, ну тогда это ваш расклад. Если же есть боль от мужчины, и он проявляется странно, страшно, мучительно, больно, просто закажите, отвернитесь от него и закажите себе вот ситуацию, связанную с человеком, который вам может дать вот это все. Стабильность, семью. Вот это все. Просто закажите его у Вселенной. Вот так закажите, как эта девушка, которая верит, что она дитя Бога, и то, что она может все. Я уверена, у вас получится. Прямо сейчас это сделайте. Вселенная даст это. Пускай даст такого уверенного в себе мужчину. Для ваших серьезных, шикарных, стабильных отношений. Любите делать скрин, пожалуйста, тоже можете сделать этот скрин. Дорогие мои, я больше даже ничего не хочу сказать. От плохого нужно уходить. Вот я еще скажу. Дно колоды, упал взгляд на дно колоды, пожалуйста. Девушка уходит от того, что она уже не чувствует, где она нужна, да? То есть там она не нужна. Где она не нужна, будет уходить в свое солнышко, в свое светлое, яркое, красочное будущее, в свою наполненность. А вы это сможете. Вот так, вот такой сегодня был расклад, мои хорошие. Да, призываю вас, если понравился расклад, если забираете из этого расклада что-то лучшее, я хочу, чтобы это лучшее проигралось в ваших жизнях, ставьте лайк, ставьте комментарий, если хотите. Подписывайтесь. Если нравятся мои видео, подписывайтесь, ставьте черный колокольчик для того, чтобы вы не пропускали ни одного видео. Я буду прощаться.